Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. В жизни происходит столько необыкновенных случаев, которые порой впечатляют до глубины души, но о них знают совсем немногие. А хотелось бы, чтобы об этом узнал каждый. Сегодня мы расскажем вам реальную историю, которая наверняка не оставит вас равнодушным и из которой вы узнаете о настоящей преданности волка человеку. История произошла в лесах России. Женщина по имени Валентина со своим мужем лесничим жила в доме в густом лесу. Единственным охранником на подворье хозяев был пес, чем-то похожий на волка. Однажды в этом доме случилась беда, ранним утром произошел пожар. В это время хозяин с маленьким сыном еще спали, а их мать пешим ушла в ближайший поселок, чтобы закупить продуктов для семьи. Удивительно, но пес вместо того, чтобы спасать свою жизнь, кинулся в огонь и смог достать из него ребенка. К несчастью, муж Валентины погиб в этом пожаре. Животное же сильно обгорело, спасая малыша, но выжило. Спустя некоторое время Валентина нашла силы переехать в другое место, которое находилось в соседнем лесничестве. Местность, где она поселилась, славилась обилием медведей и волков, но у женщины не было другого выхода, и ей приходилось приспосабливаться. Сначала все было тихо и спокойно, однако внезапно ее пес куда-то пропал. Женщина стала сильно переживать, ведь это был единственный охранник в семье. Накопившийся стресс от происшедшего накануне, плюс пропажа пса, сделали свое дело. Женщина почувствовала, что со здоровьем стало заметно хуже. Спустя несколько дней пес вернулся, но не один, он привел с собой волчицу. Как ему это удалось, непонятно, но она явно не собиралась возвращаться в лес. Однако у волков нет такой привычки, чтобы жить рядом с человеком, поэтому всегда, когда женщина приближалась к волчице, она начинала на нее рычать. Через какое-то время гостья перестала проявлять агрессию и даже стала подпускать к себе женщину. Валентина сразу поняла, что такое поведение неспроста, и оказалась права. Хищница на глазах становилась слабее, было понятно, что волчица больна. Когда животное уже с трудом дышало, женщина решилась подойти совсем близко, она сделала ей укол с антибиотиком и начала ухаживать за ней. Лечение пошло на пользу. А через 4 месяца у волчицы появились волчата. Однажды в их дом забрался медведь, пес снова проявил себя героически, но погиб, защищая свою хозяйку. Женщина похоронила его неподалеку со всеми почестями, волчица же, как ни странно, после этого случая не покинула женщину. О том, что у Валентины жил пес и дикий зверь, знали многие. Однажды мужчина, проезжая на телеге, на дороге увидел перед собой волка. Он сразу же схватился за ружье, однако, нацелившись, разглядел животное и понял, что перед ним стоит та самая волчица, которую он не раз видел с Валентиной. Зверь вел себя как-то странно, будто что-то хотел показать. Мужчина, недолго думая, решил последовать за животным. Волчица вела его в дом своей хозяйки. К сожалению, на тот момент Валентина уже была мертва, от переживших накануне событий у нее случился сердечный приступ. В ту ночь вся деревня не могла заснуть, волчица до самого утра не переставала выть. После смерти женщины-волчица и ее волчата ушли в лес. Спустя 3 года она была найдена мертвой в том же месте, где был захоронен пес Валентины. Жители деревни похоронили ее рядом с могилой собаки. По словам местных охотников, волчата, оставшиеся без матери, выросли, но никогда не нападали на человека и его угодья. Охотники же никогда не охотились на этих волков. Жители этой деревни до сих пор помнят о смелости верного пса и той преданной волчицы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.